По опросам и провластного ВЦИОМа, и независимого Russian Field, сегодня Владислав Дованков вышел на второе место в президентской гонке. Выборы через неделю, от первого места он очень далек. По телефону люди по-прежнему дисциплинированно отвечают, что голосовать будут только за Путина. Однако попавший ко мне опрос московских студентов говорит другое. В этой среде Дованков Путина уже опережает. Неделя до выборов – самое главное время, когда избиратели определяются со своими действиями и меняют свое мнение. Возможно ли чудо? Можем ли мы, российские граждане, желающие жить спокойно в нашей стране и в мире с соседями, изменить за эту неделю общественное мнение в России и сделать так, что хотя бы в крупных городах кандидат Путин проиграет выборы и вынужден будет грубо фальсифицировать результат, чтобы сохранить иллюзию всенародной поддержки? Сможем? Я не знаю. Но что общего у политики и квантовой физики? И там нужно уметь мыслить вероятностями. В политике никогда не бывает стопроцентных гарантий успеха. Всегда и у всех есть шанс проиграть. На первый взгляд это звучит депрессивно. Но вообще-то вероятность потерпеть неудачу есть и у наших оппонентов. Кто-нибудь скажет: да невозможно это, чтобы Путин проиграл выборы. Невозможно увести его даже на второй тур. В действительности же возможно все то, что не противоречит законам физики. Да, вероятность привести на избирательные участки такое количество избирателей, которые проголосуют оппозиционно, чтобы они своими голосами прям перекрыли все вбросы и фальсификации, вероятность этого невелика. Даже, можно сказать, крайне мала. Однако любой физик, математик, специалист по матстату и комбинаторике справедливо заметит: вероятность больше нуля. То же скажет вам и врач. Бывают тяжелые болезни, при которых выздоравливает лишь один человек из сотни. Но врачи ради одного случая 100 раз подряд сделают все возможное для спасения жизни. И нам следует поступать так же. Возможно, шансов мало, но наше с вами дело, мое как политика и ваше, как людей политикой активно интересующихся, это увеличивать шансы нашей страны на благополучный исход. Увеличивать вероятность того, что в России сменится, наконец, президент, и вместо духовных скреп и геополитических авантюр мы займемся своей страной. Вместо войны на чужой территории займемся улучшением жизни наших граждан. На следующей неделе более 100 миллионов избирателей вступят в игру. Одну из важнейших для жизни нынешнего поколения граждан России. Около дома каждого из них висят слова «Выбираем президента». И все будут обдумывать, кого же выбрать. Система будет делать все, чтобы людям казалось, что выбора никакого нет, что кандидаты все игрушечные. И если не Путин, то кто? Мы же должны постараться показать, что есть другой вариант. И здесь возникает вопрос: а за кого проголосовать? Давайте для этого сегодня разберем, что говорит каждый из кандидатов. Посмотрим их дебаты, а потом сравним с Путиным и его выступлением. – 29 февраля на Первом канале состоялись дебаты между кандидатами в президенты России. Дебатов на разных телеканалах прошло уже немало, но именно эти были посвящены так называемой СВО. Владимир Путин за четверть века ни разу ни с кем не дебатировал, и эфир на Первом канале исключением не стал. И 29 февраля его тоже в студии не было. Там присутствовали ЛДПровец Леонид Слуцкий, коммунист Николай Харитонов и кандидат от «Новых людей» Владислав Дованков. Прежде чем разберемся с их позицией по существу, послушаем. Причем не то, что они говорят, а то, как они говорят. Посмотрим на каждого из кандидатов где-то по полминутки. Специальная военная операция. Святая и благородная. Последняя схватка с нацизмом, Бог даст, человеческой истории должна быть завершена в нынешнем году. Мы должны делать все возможное и невозможное. Мы плечом к плечу, как я призвал в прошлом году, парламентские партии, и не только, вне зависимости от партбилета в кармане, место жительства, вероисповедания, возраста, сплотились во имя здравых идей руководства России, народа, во имя нашей великой победы. По крайней мере, наша задача, вооруженные силы в России должны быть такими, а эта программа, наша партия и молодые люди завидуют нашей программе. Такая программа, которая вооруженные силы, как в советское время, при социализме, не позволит даже думать о начале какой-либо войны. Можно трясти бумагой,
Вы мне оба неинтересны. И со своей программой. Вы завидуете нашей программе. Спасибо. В текущий момент, я думаю, что путь переговоров, он будет когда-то рано или поздно. Уверен, что и с Соединенными Штатами у нас будут еще нормальные отношения. Не бывает все сразу. Здесь важно всегда отстаивать интересы своей страны, исходить из здравого смысла и прагматизма в отношениях с любой страной в мире. Такие примеры в мире есть, я расскажу об этом позже. Предлагаю сравнить саму интонацию, с которой кандидаты выступают. Потому что именно в этом и кроется один из парадоксов нынешней избирательной кампании в России. Как я уже говорил, сейчас, согласно социологическим исследованиям, причем и провластным, и независимым, второе место в рейтинге кандидатов после Путина занимает Дованков. Он обгоняет и Слуцкого, и Харитонова. В нормальной ситуации так быть не должно. Работа политика — это в том числе и работа ораторская. Вот у Леонида Слуцкого, хоть он и не служил в армии, есть так называемый командирский голос. Слушаешь его и ждешь, что он дальше как гаркнет, упал, отжался, так и все, и побегут все падать и отжиматься. Николай Харитонов тоже выступает уверенно, с нажимом, с большевистским напором. Так почему же их обоих обгоняет Дованков? Кандидат настолько безликий, что его даже невозможно спародировать. Да потому что ситуация у нас сейчас ненормальная. Идет самая кровопролитная война со времен Великой Отечественной. Рычащие спикеры с заостренным взглядом, которые могли бы привлечь сторонников в мирные времена, сейчас аудиторию пугают. Среднестатистический российский избиратель – это женщина средних лет. И на третий год войны, после 1,5 лет бессрочной мобилизации, такой избиратель смотрит на кандидатов совсем иначе. Оценивает, кто из них сможет отправить моего сына на смерть, а кто не сможет. И в такой ситуации побеждает не тот, кто показывает бойцовский характер, а тот, кто похож на нормального человека. Нет узнаваемого голоса или характерного жеста, он какой-то не особо приметный, и под его выступление можно уснуть? Ну так замечательно. Зритель смотрит на Дованкова и понимает, вот такой сморчок точно не пошлет умирать ни меня, ни сына, ни отца, ни брата. Такие, как он, не устраивают завоевательных походов, не организуют репрессии, не рассуждают о радиоактивном пепле. Этот из породы людей, которые бубнят про всякие налоговые каникулы, процентные ставки, субсидии и ассигнования. Он скорее на клерка из банка похож. При таком я и моя семья смогут нормально пожить, в безопасности и без страха. Мы наблюдаем уникальную ситуацию. На честных выборах в России точно победит самый скучный политик. Потому что от интересных лидеров и непростых решений вся страна явно устала. Теперь давайте посмотрим, что же дебатёры говорят не по форме, а по факту. По фактуре. 29 февраля 3 кандидатам задали вопрос: что делать, воевать до победного конца или нет? Причем ведущий как будто подсказал правильный ответ, сославшись на мнение народа, который якобы считает, что война идет успешно. Вот что ответил Дованков. Моя позиция такая, позиция моего поколения, что чем раньше мы начнем переговоры, тем скорее мы увидим с вами мир. И это не просто моя позиция, я встречаюсь с людьми, я постоянно, первый мой вопрос практически всегда: кто из вас, поднимите руку, пожалуйста, хочет дойти до Варшавы, а то еще и дальше, воевать с НАТО и так далее. Нет, не было ни разу ни одной руки, а я проехал 25 регионов, я провел 100 встреч. А вот что сказал Слуцкий. Сегодня переговариваться с этой публикой, конечно, не о чем. Они не хотят переговоров, но они раскалываются. Уже в Европе прозрела Венгрия, Нидерланды, Словакия. Никаких переговоров с теми, кто к ним не готов и находится в агонии антироссийского настроения. А вот ответ Харитонова от КПРФ. Поэтому мы можем сесть за стол переговоров на наших условиях. Только на наших условиях. Спецоперация, начало спецоперации предусматривала 2 года назад, что необходимо сделать руководству Украины. На это не пошли. В последнее время и министр иностранных дел Лавров, и президент нашей страны Владимир Путин неоднократно заявляет: мы готовы сесть за стол переговоров, но на условиях России. Другого не дано. Поэтому, если на это согласятся,
хотя Зеленский принял закон о недопущении переговоров, согласятся на наших условиях, необходимо садиться и договариваться. Вы наверняка уже знаете, что лично я собираюсь голосовать за Дованкова. И не буду скрывать, у сегодняшнего ролика есть конкретная задача – убедить вас накидать за него голосов. Не потому, что Дованков мне симпатичен, вот уж точно нет, но потому, что он сейчас лучшее средство для достижения нашей с вами цели, которая гораздо важнее персоны Дованкова. Как минимум, стоит выступить всей страной за мир. Как максимум, добиться его наступления. В своем ответе Николай Харитонов вроде как тоже допустил возможность переговоров с Украиной. Но кое в чем высказался очень неудачно. И речь не про оговорку, что переговоры должны быть только на российских условиях. Это общие слова, они ничего не значат, ведь российскими условиями можно назвать все, что угодно. Поэтому я бы не цеплялся и к Дованкову в тех случаях, когда он делает такую же ремарку. Тем более, что могут подвергнуть химической кастрации, если не сделаешь. Принципиально другое. Харитонов сказал, что Владимир Зеленский принял закон, запрещающий переговоры с Россией. В действительности же в Украине действует другой законодательный запрет на переговоры не с Российской Федерацией, а конкретно с Владимиром Путиным. С другим президентом там разговаривать очень даже согласны. В этом огромная разница. Любой президент, который не Путин, может вступить в прямые переговоры с Зеленским и договориться о мире. И это вообще-то очень большой козырь для каждого из участников дебатов. Они могли бы говорить, что они могут переговариваться с Украиной, а Путин не может. Ни один, конечно же, этим козырем не воспользовался, потому что никто из них за власть взаправду бороться не намерен. Однако Слуцкий и Харитонов не просто не разыгрывают, а намеренно прям выкидывают в мусорку свой этот козырь. Первый призывает воевать и воевать, а второй повторил один из важных тезисов путинской пропаганды, что Украина запретила сама себе вести переговоры с Россией. С Россией, не с Путиным. Мы сегодня уделили много внимания вопросам специальной военной операции и, главное, поддержке тех людей, которые вернутся скоро к нам. И в моей программе большой блок о том, как этих людей вернуть в нормальную, в мирную жизнь. У вас может сложиться впечатление, что мы намеренно подобрали именно те фрагменты, где Дованков говорит наиболее человекообразные вещи, и специально не взяли моменты, когда он несет ахинею. И так оно и есть. По какой-то причине в бюллетене окажется человек, который декларирует в качестве предвыборного обещания нормальную мирную жизнь. И это самое главное. А вот какую хреномуть он озвучивает помимо этого, сейчас не имеет никакого значения. Нам на Дованкове не жениться. Нам нужно закончить войну, чтобы перестали каждый день гибнуть люди, чтобы освободили уже, наконец, сотни тысяч мобилизованных, а не маньяков повыпускали с личным президентским помилованием. А теперь откроем предвыборную программу Леонида Слуцкого. Там прямо написано: «Специальная военная операция должна завершиться победой России и русского оружия», пишет. «Решительный штурм – вот что нужно, чтобы достичь военных целей на Украине», так написано. У кандидата с такой позицией самый низкий электоральный рейтинг. Ниже в 2 раза, чем у Дованкова. Полная демилитаризация и полная денацификация. У Николая Харитонова же в предвыборной программе вообще ни слова не сказано про спецоперацию. Там обещания, связанные с социальной сферой. На дебатах он выступал отнюдь не миротворцем, но и не таким кровопийцей, как Слуцкий. И рейтинг у Харитонова уже повыше. Владислав Дованков говорит плохо. Никто из телезрителей не знает вообще, кто это такой. В отличие от ЛДПР и КПРФ, которые стали брендами, у которых есть базовая поддержка, у партии «Новые люди», выдвинувшей Дованкова, узнаваемость никакущая. Но ему 40 лет, и он говорит о возвращении к мирной жизни, как о самоцели. И это принесло ему 2-е место после Путина. Уже сейчас, а до выборов еще неделя. В его программе есть даже некоторые приятные моменты. Про свободу, вот, например, пишет. Развитие общества, экономики и технологий невозможно без развития культуры и свободного творчества. Нужно снять любые барьеры на пути творческих людей и исключить любую цензуру, чтобы живая мысль помогала строить страну мечты. И да, конечно, сейчас график, на котором у Владислава Дованкова 7,5%, а у Путина 82%, выглядит стрёмно.
Но на деле есть еще довольно много неопределившихся. Есть те, кто не собирается идти на выборы. Ну и также есть те, кто по телефону отвечают просто, что они за Путина, а на самом деле проголосовать могут и иначе. Большинство граждан России будут принимать решение, прийти ли на выборы и куда поставить галочку в течение следующей недели. Есть другое социологическое исследование, которое провел Russian Field почти год тому назад. И оно показывает, если бы в бюллетене был хороший кандидат, представляющий альтернативу Путину, то 45% россиян проголосовали бы за него, а за Путина только 41%. Повторюсь, это было почти год назад, сейчас пропорция явно иная, и явно сместилась не в пользу Путина. Согласно этому исследованию, большинство граждан России готовы увести Путина на второй тур, а то и вовсе прокатить. Но при условии, что им дадут возможность проголосовать за действительно близкого по духу кандидата, не за статиста. Есть шанс у нас сейчас попробовать убедить все российское общество в том, что такой кандидат в бюллетене в этот раз действительно есть. Этого кандидата зовут «Мирная жизнь». А Дованков — это всего лишь этого кандидата, никнейм, прозвище, на которое можно особо и не смотреть даже, ибо сейчас, на 3-м году войны, не до жиру. В этом ролике, где мы смотрели на выступления Дованкова, Харитонова и Слуцкого, как будто бы вне дискуссии остался главный претендент на президентское кресло – сам Путин. В каком-то смысле он сам себя исключил из этого дискурса. На дебаты он не ходит, никаких конкретных предложений у кандидата Путина нет. Путин предложил считать своей программой послание Федеральному собранию. Но это лукавство. В послании 44 раза употребляется слово «нужно», 18 раз используется слово «надо», но только в одном случае Путин дает конкретное обещание. Он обещает продолжать войну до достижения недостижимых и абстрактных целей, то есть бессрочно. Владимир Путин – это кандидат война, кандидат гробы, кандидат калеки, а главное – кандидат непредсказуемость. Вчера как раз исполнилось ровно 2 года вот этому видео. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Кандидат «Мирная жизнь» не должен был вообще быть допущен в бюллетень. Этого кандидата пытались на дальних подступах вообще не допустить. Снять и до сбора подписей тоже. А потом, когда таки пролез, и россияне выстроились в очереди, подписи забраковать. Сейчас представлять кандидата «Мирная жизнь» остался совсем уж блеклый, системный человек. Никакой не оппозиционер. Но остался. Лозунг «Я за мир» был заявлен, и кандидат «Мирная жизнь» в бюллетене имеется. Пусть того и гляди, сам призовет за себя не голосовать. Много ли у нас шансов перевернуть всю игру за неделю до дня голосования? Немного, но надо пробовать. В начале этого ролика была аналогия с врачами, которые борются за каждого пациента с малыми шансами. Эту аналогию можно расширить. В такой борьбе сначала применяются самые подходящие лекарства. Не получилось с ними, берутся медикаменты похуже. Попробуем сшибить Путина тем, что у нас имеется в наличии. Стартовые позиции у нас нехорошие, ну и не прям безнадежные. А главное, проиграть мы не можем никак. Сколько бы ни добросили фальсификаторы кандидату «война», каждый голос за кандидата «мир» — это однозначный сигнал и обществу, и системе. И чем голосов больше, тем сильнее сигнал. Дованков после выхода этого ролика может хоть татуировку с буквой Z себе сделать на лоб, хоть на Донбасс поехать. Он уже не избавится от функции, которая нами на него возложена. Все будут понимать, что мы проголосовали за мирную жизнь, и гражданское общество, и элиты. Дованков — это инструмент в наших с вами руках. Постараемся сбить им Путина. Но не собьем, так попробуем шарахнуть как можно сильнее. Пусть каждый из вас вложит в этот удар свой голос. До завтра.